Приветствую всех на канале. В этом видео хочу показать посадку винограда черенком осенью на постоянное место. Для этого нам понадобится, собственно, сам виноград. Виноград у нас будет маркет. У него морозоустойчивость до минус 38. И буду я делать двумя способами. Это стандартный способ, где мы будем использовать черенок на 3 глазка. Как видим, 1, 2, 3. Последний мы ослепляем. И чуть позже я покажу, как будем его садить. И второй способ, это у нас будет идти лоза приблизительно метр, 1,10 м. В интернете этот способ называется молдавским. Я этот способ увидел в книге Темного. И по этому способу будем садить виноград. Это в книге Темного стандартный способ. Он у нас хорошо укореняется. Мы уже его пробовали. Растет отлично. Собственно, теперь нам понадобится для посадки еще курнык. Это у нас органическое удобрение, можно использовать перегной. А также железный купорос. Перед тем, как садить черенки, берем их и окунаем в железный купорос. Приблизительно по паре секунд. Железный купорос в книжке нужно разводить 300 грамм на 10 литров. Я развел 30 грамм на литр. 10 литров мне не надо. Делается это с целью для того, чтобы у нас на черенке не было плесени и черенок ничем не заразился. Также у нас разные патогены железным купоросом убиваются, и черенок хорошо зимует в земле. Дальше выкапываем яму. Яма диаметром приблизительно 60 сантиметров и глубиной тоже 60 сантиметров. Теперь на дно ямы берем наш курнык. Это приблизительно грамм 250. И рассыпаем на дно ямы наше удобрение. Теперь нужно это тщательно перемешать. Просто берем лопатой и перемешиваем. И теперь приступаем к посадке длинной лозы. Предварительно я уже купоросом обработал данную лозу кисточкой. Понятно, что в банку мы ее засунуть не можем. И теперь нам нужно уложить данный побег в яму. То есть упираем его в край стенки и стараемся приблизительно выложить по яме кольцом. То есть, как можно видеть, и у нас почка должна быть приблизительно на уровне земли. Все, и теперь начинаем засыпать яму. Сегодня я один. Сейчас засыплю и чуть позже покажу. Чтобы легче было засыпать, можно сейчас этот побег пристегнуть какой-то железкой к боковине. Так, слегка присыпал я низ. В принципе, виноград никуда не уходит. Вот он у нас остается. И засыпаем яму до половины. И теперь, когда яма засыпана наполовину, берем еще 250 грамм курныка. И также аккуратно рассыпаем в яму. Здесь возле лозы, где у нас лежит, мы не сыпем. Нужно сыпать немножко удаленно, чтобы напрямую не воздействовало на нашу лозу. Все. Теперь дальше засыпаю яму, отцентровываясь по тому винограду. Нужно, чтобы у нас одна почка торчала приблизительно на 1 сантиметр от уровня земли. Сейчас засыплю и покажу, как оно будет выглядеть. Частично зарыл виноград в яму. Как можно видеть, это у нас уровень земли. Вот у нас виноград слегка выступает из земли. И теперь можно посадить черенок, который у нас идет на 3 почки. Итак, ослепил я нижнюю почку. И теперь сажу виноград. Раз этот у нас виноград идет влево, перекрестно посадим этот виноград вправо. Виноград нужно садить таким способом, чтобы у нас был под наклоном. А вот эта пяточка у нас была приблизительно на высоте в 20 сантиметров. То есть замеряем черенок. Например, у нас он чуть больше 30 сантиметров. То есть его нужно наклонить, чтобы пятка у нас залегала при 20. Все, и вот так вот уже теперь зарываем 2 винограда. И вот так я зарыл ямы с нашим виноградом. Смотрим, чтобы почки у нас остались живые.
То есть у нас почки все нормально. И теперь нужно сделать над виноградом холмик. Для того, чтобы у нас почки хорошо перезимовали и за зиму не вымерзли. То есть небольшой холмик наворачиваем. Все. И вот так у нас виноград хорошо перезимует. У меня виноград маркет это минус 38. Мне переживать не стоит. А у тех, у кого виноград морозостойкий, нужно хорошо укрыть. Также можно сделать какое-то дополнительное укрытие. Это уже на ваше усмотрение. Также этот холмик можно сделать из песка. И побеги, которые у нас будут идти телированные, они у нас легче выйдут из песка. В принципе, можно сделать и с землей. Они хорошо выходят. И не заморачиваться с песком. Теперь сюда нужно поставить пару вешечек, чтобы у нас кошечки-собачки не сбивали наш холмик. Можно использовать, например, электроды. Можно проволоку, можно какие-то деревяшки позабивать. Я сюда еще поставлю сейчас пластмассовый ящик, чтобы у нас не бегали собаки. И на этом все. Для того, чтобы садить виноград таким способом, нужно выбирать хорошо вызревшую лозу. И чтобы почка у нас была также хорошо заложенная. То есть на нее нажимаем, она не должна быть мягкая. Также в ней не должно быть никаких дырочек, порезов, выгрызов. То есть если кто-то ее погрыз, понятно, что мы такую лозу не сажаем, с ней ничего не получится. Ну вот, например, почка. Вот одна, вот вторая. В принципе, хорошие. То есть вот можно еще один посадить черенок молдавским способом. Вот он метровый. Здесь идет хорошая почка. Ну и вторая тоже видно нормальная. Я специально выбирал так, чтобы у нас верхние междоузлия были чуть-чуть короче. В случае у нас, если не пойдет одна, можно будет немножко отрыть. И всегда у нас пойдет вторая. Или вообще, возможно, при таком способе пойдут обе. Также в прошлом году садили данным способом виноград. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот, например, это у нас одна яма. Садили 2 чубука. Ну и как можно видеть, виноград у нас вырос. Лоза вызрела. Вот, например, здесь садили 2. Выросло 2 из 2. Это у нас мускат золотой. Вот у нас вот так вот он укоренился. Так, сейчас перейдем еще на одну яму, покажу. Также садили и в эту яму черенки. Как можно видеть, они у нас выросли. Здесь мы уже виноград укрыли. Разрывать, показывать я не буду, конечно. Но вот такая получилась лоза. Это садилось черенком на 3 глазка. На следующую весну посмотрим, как у нас будет молдавский способ себя показывать. В книге я прочитал, что он у нас идет для слабоукореняемых сортов. Заодно посмотрим разницу на одном сорте, как лучше садить длинной лозой или на 3 глазка. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравился способ, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Кому что непонятно, задавайте вопросы. До свидания и всего доброго.